Любитель пофармить БП. Ты все еще не нашел для себя идеальную локацию? Как сегодня, так и на протяжении недели будут выходить ролики каждый день, в которых я буду проверять новые способы фарма. В сегодняшнем случае это будет Затон. Посмотрим, сколько там получится фармить экспы боевого пропуска. Итак, Затон. По своей сути, самая прибыльная локация в игре. И, естественно, с самой большой конкуренцией. В основном тут качаются пачки и кланы. Но в сегодняшнем тесте я буду соло бегать и фармить Затон. Начать я хотел бы с закупа. Зачастую я беру вот такой вариант. Правда, патронов можно было и брать поменьше. Они все равно не расходуются. По снаряге все то же, что и в моих предыдущих роликах. То есть Сатурн и СТС-ка. Ну и разумеется, еще можно взять схроны, это обязательно. Итак, первый забег. По привычке я побежал в лабиринт. Я опять случайно в лабиринт попал. Так вот, прибежав на Затон, пошел сразу в правый верхний угол. Вообще, для меня самым оптимальным было фармиться именно в этой области. Первым делом я встретил не споты, а троечку. Здесь это, кстати, нормальное явление, что везде на карте ты будешь постоянно встречать троечки, четверочки, пятерочки. Встретить соло игрока тут достаточно сложно. Решил рядом с пузырем поставить схрон, а второй чуть дальше между мостом, озером и заставой. Так как на той стороне ничего не было, я решил пойти через мост на другую сторону. И не зря, там были монолитовцы. Ну и откуда ты взялся? Классика. На второй попытке я заспавнился в правом углу и увидел споты, которые хотел зафармить по дороге. Но решил уйти, так как по стандарту троечка. Ну ладно, ребята, я вас не знаю, и вы меня тоже не знаете. Пока. Пробежав чуточку дальше, не упустил возможности зафармить пачку монолита. Сыпет здесь опыта, конечно, поприятнее, чем на Лиме. Дальше произошла забавная ситуация. Ну конечно, вас еще не хватало. Серьезно, гайс? Вы вдвоем попасть по мне не можете? Так как я был со скоростью, естественно, я от них оторвался. По дороге решил зафармить зомбей и сложить опыт в схрон. А дальше решил двинуться на злосчастный мост. Блять, серьезно, им просто делать нехуй, что кемперить мост. После этого я решил больше не ходить через мост. На следующей попытке опять было неспокойно, но я решил взять зомбей. Даже зомбей тут очень бодренько сыпет опыта. Дальше по фастику в схрон. И двигаюсь дальше на другую сторону, но уже через поле. А то возле схронов и хронка появилась, и застава, так что народу будет там как косяк сардин на нересте. К счастью, все были заняты хронками и заставами, так что на территории переработки отходов никого не было. Поэтому я решил зачистить все, что здесь было. Ах, ну да, конечно, вас здесь не будет. Классика, просто кто-то увел мобов. На втором споте также. Ну и где последний? Ну как всегда. Не дофармив спот снорков, я дофармил чей-то недавно начатый спот монолита. Поэтому по-быстрому зафармил еще один спот монолита. Дальше захотел выложить схроны, но идти к тем, где рядом хронка, я не хотел, поэтому пошел на тот, что возле пузыря. И по дороге решил зачистить зомбей. Ага. Классика. Конечно, как всегда, последних не хватает.
После пропавших без вести зомбей забрал спот снорков, которые кто-то дофармил, и пошел на еще одних зомбей. После чего решил уже идти на вынос. По дороге наткнулся на драку и подлутал павшего воина. О, пластины, а вот это я возьму, дружочек. Я как раз постоянно забываю их покупать. Мой любимый пузырь не был активен, поэтому я пошел на второй, что подальше, и вынес. На втором забеге я решил по возможности подфармить споты рядом со спауном, пока никого чудом не было. Так, усту я не хочу лутать, а вот монолитик кис-кис-кис. Зачистив монолиты кабасиков, я как всегда наткнулся на врагов и убежал. Успешно начав чистить зомбей, но закончилось это плачевно. Вы серьезно? Какая четверочка? Где вы постоянно только беретесь? Тяжело. Тяжело. В следующий раз я вообще резнулся в другом углу, но решил не бежать на свое место через 800 метров, а воспользоваться возможностью и тут что-то подфармить. Но мой энтузиазм быстро поутих. А, ну да, троечка. А уже четверочка. Ну да, пятерочка. Как неожиданно. Это был сарказм. На следующий раз я зарезался в нормальном месте и зачистил монолит. После чего побежал на ближайших кабасиков и на свой труп. Лутанул я его успешно, но сам чуть не сдох. А, ну вас как всегда тут до хера. А в этой локации вообще есть место, где без людей можно пофармить? Спасло лишь то, что они пвпшились между собой. По дороге решил по-быстрому зачистить зомбей, а после почти сдох. А, это нормально, что бот с Гаусской стреляет через гору, да? Как хорошо, что я не забыл купить инъекторы в этот раз. Закинув схрон, как всегда наткнулся на всякие троечки. Потом зачистил зомбарей и сдох. Ну да, ты конечно знаешь, что я именно за этими блоками стою. И выходишь с префайра стреляешь. Поверил, что не ВХ. На последней попытке я дальше просто фармил. Встречал пятерочки и другие пачки. И все было хорошо. Потом я впервые увидел кроме себя тут соло чела. Ох, ебать, дружок, а ты залутанный. Бля, я ж все не унесу. Так, давай по фасту повыбрасывать. По фасту и на вынос. В общем, после такого я позабирал схроны и вынес. А что по итогам? На все про все у меня ушло 53 минуты, из них я потратил минут 20 на пробежки обратно на затон после смертей. В итоге получилось зафармить 320 запечатанных очков, то есть это 8 уровней, плюс еще 2 уровня за споты, что конечно меньше, чем в той же лиме.
Но из-за того, что самого запечатанного опыта тут больше падает, я зафармил 10 уровней, как и на Лиме. На самом деле потенциал между Лимой и Затоном очевиден, и это Затон. Но соло-Затон это душная локация, поэтому если и фармить, то лучше в пачке. Это и безопасней, и быстрее, и больше. Соло вариант для мазохистов. Если взять идеальный вариант и меньше умирать, либо играть в пачке, то конечно же на Затоне можно делать 15 плюс уровней БП в час. Ну а среднестатистический игрок, который не очень знаком с Затоном, будет фармить там 8-10 уровней. В общем, граница опыта БП на Затоне будет от 8 до 18 уровней. Все зависит от того, как ты играешь, как ты стреляешь, соло или не соло. Чем хуже эти показатели, соответственно, тем меньше опыта ты будешь фармить, и наоборот. Но Затон для фарма опыта все же не идеальная локация, несмотря на то, что там много сыпет. Скоро у меня выйдет еще пара роликов, в котором я покажу две супер охуенные локации для фарма БП. На этом я с вами прощаюсь, всем успешных выносов и пока. Затон по своей сути самая прибыльная локация в игре и, естественно, самой большой конкуренцией, блять.